Всем привет! В этом ролике мы пройдемся по фестивалю света в Клайпеде. Это юбилейный фестиваль, 10-й. Приехало довольно-таки много мастеров, не только из Клайпеды, но и из других стран. Порядка 20 световых инсталляций, и некоторые из них мы с вами посмотрим. Так, подходим к площади театру. Здесь какая-то музыка играет, граммофон. Посмотрим, что здесь происходит. Музыка литовская, надеюсь, от ютуба не прилетит. Что здесь не крутят? Какой-то дым идет, смотрю. Ну, дым такой без особого запаха. На что это похоже? На граммофон. На какой-то огромный граммофон. Ну, так понимаю, идея такая, что ее крутят. Работает граммофон. Граммофон на паровом двигателе. Вот, видите? Если не крутишь, то музыка останавливается. Ладно, хорошо. Интересно, но света мало. Но для начала неплохо. Вообще, я читал программу. Я, правда, взял свою программу. Но пока шел сюда, у меня куча вещей разных. Посел ее где-то. Даже, возможно, где-то вы найдете ее. Кто-нибудь из зрителей. Поэтому, наверное, буду играть без программы. Ну, довольно-таки много должно быть инсталляций. Там порядка 20 инсталляций должно быть. Я почитал, затейки неплохие. Посмотрим, как они их реализовали. Какие-то лица впереди вам пока не видно. Но я уже вижу. Посмотрим, что это такое. Разные лица. Так. Сейчас людей, конечно, много, но на самом деле людей еще больше, но они все собрались сейчас около замка. Там проходит какой-то концерт, тоже там в честь фестиваля света. Вот там в основном весь народ. Мне звонили оттуда, сейчас там Евгений находится, сказал, что народу там видимо-невидимо, поэтому, наверное, мы точно не пойдем, сходим попозже, а пока спокойно посмотрим на инсталляции. Ну, интересно. Интересно, что это за лица? Это реальные люди или что это такое? Так, посмотрим, какая-то информация может есть. Ну, вот, видите, голоса разные и разные лица, части тела. Так, тут, наверное, программа какая-то есть, но мне неудобно будет снимать и смотреть. У меня была бумажная версия. Ладно, идемте дальше. Идемте дальше. Сегодня вообще фестиваль будет идти 3 дня. 19-го, 20-го, 21-го. Вот, юбилейный фестиваль. Я посмотрел, там художники из Литвы, Латвии, Венгрии, Великобритании, еще, может, откуда. Еще одна инсталляция. Я понимаю, инсталляцию это создала какая-то школа. Находится на Мяснику Гатве. Улица Мясников. Такие вот фигуры. Где такие популярные фигуры делают из этих из соломинок. Не знаю, может, что-то написано. Посмотрим. Медроми Клайпеда Швесу фестиваля проекта Сакса Куртас. Да, вот, видите, школа. Меденес. Какая-то школа. И сделали ее ученики и школьники. Вот. Ладно. Это вот знаменитый мышонок. Виллы его красиво украсили на День Святого Валентина. Не знаю, уже, по-моему, сняли. Ему там губы накрасили, еще что сделали. Сейчас уже просто по-зимнему одетый. Напомню, что сегодня 19 февраля. И сегодня, наверное, последний день, когда и ночью, и днем минусовая температура. Уже завтра днем 0, а потом уже +2, дождик, и пошло-поехало. И походу скоро этот снег уже растает. И мы, в принципе, радуемся. И, ну, наверное, сегодня, может, завтра еще. Вернулись мы на Турговс Гатве. Если видите, продают всякие разные штуки. Покупают их, но, как видите, не особо активно.
Снова чем-то торгуют. Ну, всякими такими вещами. 3D-игрушечки всякие разные. Так, мы подходим мы к улице Тилту. Я читал, они как-то ее очень красиво осветили. 400 метров эту улицу сделали такое вот, смотрите, сами видите, наверное. Вот, прогуляемся по этой улице. Смотрите, какие виды, да? Интересные. Видите, вся улица такая. Вся улица Тилту. Вот так вот освещена. Мне кажется, знаешь, что немножко мне мешает? Освещено неплохо, но мне кажется, не хватает темноты. А может и нормально. Вот, смотрите. Музыка играет. Я надеюсь, что не будет какая-то авторизированная. Очень надеюсь. Так. О, смотрите. Все идут в одну сторону, я иду в другую сторону. Надо перейти на правую сторону. Ну, вот. Вот такая вот улица. Люди, как видите, в Клайпеде есть. А то некоторые беспокоились, что в городе нет людей. Они есть. Конечно, сейчас многие ездят на машинах, живут за городом. Вот, поэтому в простые дни город может быть пустоват, особенно центр города. Также некоторые еще винят Акрополис, что он убивает старый город. Потихоньку пытается его возродить, чтобы снова здесь были люди. Постоянно каждые выходные какие-то фестивали, какие-то праздники, какие-то муги и так далее. Не знаю, надеюсь, живет. Вот такая вот улица. Вся улица, я понимаю, она, скорее всего, до Старого базара. Так, ладно. Дальше идем. По-моему, что должно быть около Меридианоса. Тоже какая-то инсталляция. А, там вижу код большой. Обещали. Также там, где Телекомос. Тоже что-то обещали интересного. Также, что обещали еще около Йона Кальняли. И около... Так, не знаю, как пойти. Наверное, сходим сначала, может, Йона Кальнялис. Или к коту сходим. Как думаете? Давайте сходим к коту. Мне кажется, он более эффектный. Йона Кальнялис ставим на потом. Благо, что там нету моста этого, бастиона. Так вот, посмотрели котика. Пришли бы на другую сторону. Вот, пришли бы на другую. А вот, смотрите, мы сходили недавно. Сейчас уже начало подтаивать. Следов уже не особо много есть. Но на самом деле, здесь кроме нас никто не ходил. Ходили рыбаки, и мы, туристы, что-то боятся ходить по реке. Я их практически не видел. Единицы. Хотя вижу, что рыбаки есть. Сейчас тоже рыбачат, представляете? Время сейчас примерно, наверное, 7:30 вечера. Вот, фестиваль света. Рыбаки сидят, вижу, на реке с какими-то фонариками. Так, около арки я слышал, что-то обещали. Я пока не вижу, что они сделали. Какую-то штуку непонятно повесили, но мне кажется, слабенько. Не особо впечатляет. Так. Посмотрим. Я много читал про кота, который якобы реагирует на прикасания, по-моему, даже реагирует на голоса. Вот посмотрим. Он вроде как там мурчит, там двигается, что еще делает, храпит. Не знаю, посмотрим. Так. Посмотрим, что такое там. Покажу вам еще немножко Меридианос. Нас находимся. Смотрите, сколько снега здесь у нас. Сегодня еще снега немножко выпало. Я вообще боюсь, что здесь будет, когда потает. Ужас, наверное, будет, если резко растает. Вот Меридианос. Любуйтесь. Видите, что вода есть. Я вот сегодня был в Каунасе. Там вообще ничего не замерзло. То есть река, которая
Такая у нас она вообще полноводная, текет и как будто никакой зимы не знает. А у нас, видите, замерзла кое-где, немножко вода выступает. Ну вот очень интересно, как это происходит. Что одни реки замерзают, а другие как будто море. Вот. Ребят, подходим к коту. Смотрите, какие сугробы у меня по колено. Подходим к коту. Посмотрим, будет ли он мурлыкать, храпеть, двигаться. Ну, я слышу. Слышите? Не знаю, микрофон, может быть, он посторонний звук убирает. Короче, ход храпит. Кот огромный. Можно, наверное, может понять из человека, какого он размера. Плохо, что не пишет никакого описания около скульптуры. То есть, кто хочет описания, должен идти в интернет, искать его. А это на морозе не очень удобно. Вот такой кот. Не знаю, давайте потрогаем его тоже. Я не буду мешать. Потрогаю его лапки. Мне кажется, он надувной. Похоже, просто надувной котик. Вот, там, видите, такие колоночки есть, откуда звук выходит. Вот, сниму его сзади. Говорят, что это он не храпит, а кто-то едет на мотороллере. Не знаю. Ну вот, похожая идея, как и Якимаки, но мне кажется, костюм это более качественный, чем у скульптуры Якимаки. Ну, может быть, те же самые ребята, может, делали. Я, может, вам рассказал бы, но я, говорю, потерял описание. Вот, смотрите, я не знаю, видите, не видите, он шевелит хвостом. Очень мало, чуть-чуть. Так, хвостиком, вот, видите, немножко шевелит. Когда вроде еще шевелит как-то ушами. И вообще, когда он дышит, у него как бы живот немножко слегка надувается. Вот видите, ушами шевелит, смотрите. Не знаю, видели, не видели? О. Ну, то есть, типа реального кота. Ладно, котик посмотрели. Идемте дальше. На здании телекомуса бывшего. Что-то очень большое происходит. Посмотрим. Вот, смотрите. Ребята-рыбаки сверлят. Сверлят лунку. И ночью ловят рыбку. У них, видите, такие сани есть, что не нужно было ничего нести. И у них это сверло, этот бур, он работает через эту шуруповерт. То есть можно руками крутить бур. Они просто насаживают его на шуруповерт такой. И видите, довольно-таки легко лед 40-сантиметровый сверлит. Там вот ребята какие-то, коллеги, летают с дроном. Вот, смотрите. Интересно, кто это летает. А? Ну, летает, смотрю, так. Как бы простенько, не знаю, наверное, не коллеги, я так думаю. Любители. То есть дрон летает не профессионально, так. Еле-еле двигается. Я так думаю. Ладно. Видите, я хожу для вас в ботинках. Вот, смотрите. Ладно. Идемте к телекомусу. Дела у него плохо. Скорее всего, скоро он проиграет. Смотрим, бам. Все, проиграл. Game over. Что сейчас будет? Так. Дальше. Какие-то ленты. На что похоже? Похоже, знаете, на что? Как эти такие, барабанчики на кассетах ленточных. Посмотрим, угадал я, не угадал. Так, ленты. Но пока ничего не происходит. Смотрим, что дальше будет. Так, да, магнитофон. И, походу, я угадал. Да, это лента от кассет.
Так, ко мне тут дети подошли в упор, и, наверное, будет мешать сейчас снимать. Ладно. Так, что? Лента остановилась и заела. У вас такое было или не было? Так. Ну, заело довольно-таки сильно. Взял, наверное, плохо. Не знаю, как это будет распутывать. Так. Кассета. Карандаш и перематывают. Я знаю, что у кого были CD-плееры на батарейках, не CD, а кассетные плееры, так экономили батарейку, и чтобы сэкономить батарейку, перематывали ее с карандашом. У меня был кассетный плеер, но я не особо им пользовался, там было радио, я на нем слушал радио Бумсос. Кто помнит такую радиостанцию? Так, хорошо, дальше что будет? Мотает. Пошли скейты. У меня скейт был, но я так на нем кататься и не научился. Появлялся, потом куда-то делал. Сейчас у меня купил сын. Скейт тоже валяется. Короче, не всем это дано. Так, дальше пошли компакт-диски. Много компакт-дисков. Сейчас, наверное, до сих пор у многих еще валяются они. Царапанные всякие разные. Так. Кубики. Что это такое? Так. Вижу. Это такие паровозики. Вот такие паровозики, знаете, они были не только в 90-х годах, они сейчас у моих детей даже уже не играют в них, но еще недавно в них играли. Есть такая фирма Брио и делают такие паровозики. В Икее тоже такие паровозики можно купить. Ну, короче, такая вечная тема. Видите, там строят всякие невероятные трассы. Здесь тоже, видите, какая-то крутая трасса построена. Ну, так что все дети это любят. Так, дальше, что дальше? Музыка играет, я надеюсь, что от Ютуба эта музыка не полетит. Очень сильно надеюсь. Кубик Рубик. Сейчас тоже дети играют. Такие конструкторы металлические. У меня они были, но я в них не играл там. То есть родители купили, но не получилось. Юла, Ванька-встанька. И дальше бумажные кораблики. Раньше пускали их в лужах, сейчас уже, наверное, не очень пускают. Так, что дальше? Клайпеда и сердечко. Я думаю, что это конец. Так, да, ребята, скорее всего, это уже прощание. Ну что, то есть, видите, поставили просто проектор, и это представление происходит каждые 3 минуты. Сейчас, видите, закончилось. Через 3 минуты будет следующее представление. И так по кругу. Люди есть, но уже ушли все люди. Есть людей немного. Так, дальше пойдемте куда? Там трава, видите, светится. Пойдемте, наверное, на другую сторону реки Данге. Там даже люди собираются. О, смотрите, там уже издалека видно кое-что интересное, видите? С нас ходим. Так, ребята, решил я не пойти пока что еще к Кальнялисе. Смотрю, какая-то шоке-студия. Вот, видите, танцует, красиво все. А я куда решил пойти? Тут я слышал, что Клабес Энергия тоже какую-то инсталляцию имеет. Называется Мелина Юра, Жаль Энергия. То есть синее море, зеленая энергия. Интересно, что здесь будет. Но пока есть непонятно. Вижу трубу такую освещенную. Синюю, немножко зеленую. Может, это и есть Мелина Юра, Жаль Энергия. Непонятно. Вот немножко пройду, посмотрю я. Если что увижу, вам скажу. Ну, думаю, одна из таких не самых популярных инсталляций. Есть единственный. Не знаю. Ну, пока что вижу только трубу. Ее освещает. Красный цвет. Здесь даже дорожка не прочищена. Даже не знаю, как к ней подойти. Не знаю, надеюсь, я что-нибудь интересное увижу. Я есть один. Видите? Никого здесь нет из туристов. Посмотрим. Там был охранник. Я у него спросил, могу ли идти. Он мне говорит, иди, конечно. Ну, смотрите. Ну что, прикольно.
Вот тут еще один человек был, кроме меня, и все. Так что, наверное, для вас будет эксклюзив. Для вас такое. Не знаю, кто еще снимет. Посмотрим. Пока, как видите, я есть второй. Не знаю. Может, коллега пришел, был первый. Он вроде говорил, что будет ходить заранее. Не знаю, может, это был. Вот видите, такие лампы. Освещает трубу. Может, кому интересно, как труба освещается. Вот, пожалуйста, внизу на земле есть куча ламп. Смотрите, сколько ламп много. Они разными цветами. Мигают синими. Вот, смотрите, провод какой-то. Наверное, от ламп. Под снегом, видите. Так, я не знаю, может, можно зайти в трубу. Было бы интересно. Я там был один раз. Вот, когда был Хэллоуин. Я заходил в трубу. Там бункер есть. Вот, но, не знаю. Не популярное место. Здесь даже думаю, что люди даже и не знают, что здесь ходить можно. Вот вы смотрите мимо Лендера и все узнаете. Так, ну смотрю, люди. Будем идти по следам. Куда ходили люди. Так, это вот вход в бункер. То есть бункер, наверное, войти нельзя. Смотрим. Вот, видите, написано слепую, номер 63. То есть здесь можно прятаться от бомб. Да, внутрь нельзя зайти, но можно посмотреть такое вот строение. Огромная труба. Здесь, видите, еще такие вот есть лампы, разные лампы, видите. Так. Ну что, можно обойти вокруг. Можно вот сюда сходить. Посмотрим с вами не только фестиваль, но и Клэбиус Энергия. Кошечка еще, видите, прошла какая-то. Значок энергии. Интересно, обычно такие молнии идут как бы вниз, а это в другую сторону молния. Интересно. Так, и там где-то еще есть памятник пловцу. Так, не провалюсь здесь я. Смотрите, как я хожу тут. Опасно сейчас. Так, ладно, хорошо. Давайте посмотрим памятник пловцу, про который говорил Евгений, что он похож на лягушку. Вот так коллега сказал, что он из разрушенного бассейна. Ну вот, смотрите поближе этот памятник. Вот такой мускулистый пловец. Ну и реально у него вот такая поза лягушки. Вот видите, никто здесь не ходит. Просто такой сплошной красивый снежок. И что-то трескает немножко. Вот, смотрите, красная какая труба. Так, ладно. Это вот типа буква М. Не знаю, что она обозначает, но типа буква М. Мемель, может. Мемолендер. И что-то заднее красное. Тоже интересно, почему она красная. Зачем его красный цвет покрасили? Там рыбаки. Ходим, давайте посмотрим, что там рыбаки. Есть рыбаки, нету. Блин, ну тут снега очень много. Не пойду я. Очень много снега. Памятка немножко намело. У меня ролик выйдет. Это ролик, наверное, я пораньше выпущу. А в субботу, так думаю, выйдет ролик продолжение. Я вам обещал, что будет ролик про Бастиону район. Но я его отложу, наверное, уже на март. А пока у меня снято еще 2 ролика про реку Данге. Вот, пока еще зима. Наверное, их подряд выложу. Вот, а потом уже, наверное, уже весной выложу ролик про Бастион на Мэй. Это ролик, не знаю, постараюсь в пятницу выложить его. Наверное, сильно не буду монтировать его, чтобы быстрее выкладывать. Вы, ребята, если хотите удержать блогеров, чтобы вам было интересно это здесь делать, потому что здесь заработок, не знаю, никакой, особенно если посмотришь там 1000, то это даже кофе не купишь. Вот, может, кофе купишь и все. Вот такой заработок. Поэтому это все делается не за деньги. За деньги делают те, у кого, ну не знаю, там 100 000 просмотров, миллионные просмотры. Вот там, может, какие-то деньги есть. Вот, а
такие небольшие блогеры. Это все на добровольной основе. Поэтому поддерживайте блогеров любимых. Меня поддерживайте, других тоже можете поддерживать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, всегда интересно их читать. Не забывайте, очень важно. Так, ладно. Ну все, мне кажется, не зря я сходил. Там все смотрят обычно всякие лампочки, а здесь, смотрите, какая массивная вещь, а. Здесь мало кто ходит. Там же прогуляемся, посмотрим эти цистерны. Кому интересно, посмотрите, как я там был внутри. У меня есть ролик, я выпускал его, наверное, в начале ноября 2020 года. Был праздник Хэллоуин. Я ходил, был в трубе, был вот в этом здании, был в этом здании. Может быть, и в красном здании тоже был. Вот здесь был я. Вот мне кому интересно, что происходит внутри. Там всякие, конечно, всякие ходят, пугают. Вот, всякие там пугальщики. Но, если кому интересно, как внутри, посмотрите. Довольно-таки интересно. Бункер можете посмотреть. Как выглядит. Еще раз немножко сниму для вас. Вот такая труба. Все. Сейчас, наверное, точно пойду уже к этому Йону Кальнялису. Ребята, я снова вас обманул. Обещал к Йону Кальнялису, а сам пошел в музей часов. Они тоже участвуют в фестивале. Посмотрим. На самом деле очень мало времени уже. Уже почти 9 часов вечера, а фестиваль до 10 вечера. То есть у меня остался 1 час, а я еще мало где был. Всякие. Здесь, видите, просто экспонаты, которые так вот подсвечены. Разные цвета. Вход бесплатный. Интересно. Так, что здесь? Я здесь быстро пройду. Надо будет как-нибудь сходить сюда отдельно. Поснимать для вас. Сейчас так бегом. Так, наверное, все уже. Вот так вот участвует музей часов в этом фестивале. Ладно, идемте дальше. Что интересно, зашел я в музей. Я уже уходил. Мне сказали, нужно было спросить, можно ли снимать или нельзя. Странно очень, да? Приходите в музей и нужно спрашивать, можно ли снимать или нет. Ну вот, интересно очень. Я спросил у них, а можно ли снимать в музее? Они говорят, можно. Но я говорю, ну, в чем проблема? Короче, не знаю, походу, работники музея себя вот мнят, что они вот очень важные. И чтобы снимать в музее, нужно у них спрашивать разрешение. Странно. Ладно, хорошо. Во-первых, там они ходили за мной по пятам. То есть идешь, разговариваешь, и за тобой за спиной ходят. Ну, там, как видели, такая обычная экспозиция. Просто экспонаты. Там нужно отдельно там сходить, конечно. Вот, просто экспонаты, и просто они посвящены там зелененьким, красным, желтым и так далее. Ладно, мы спешим уже, бегом. Вот тут известный ресторан. Под людей смотрю, что немного. Называется Моной. У него вот есть рекомендация от Мишелина. Ну, вот. Но людей, как видите, почему-то нету. Сегодня четверг, время 9 часов вечера. Ладно, дальше идем мы. Приезжаемся к ратуше. Видите, такие металлы есть. Смотрите, вот здесь вот. Они такие скользкие. Чуть не упал на них. Не знаю, для чего они нужны эти. Такие металлические рельсы здесь находятся. Но очень скользкие. Вот, еще покажу, в случае видно их. Вот эти штуки. На них можно кататься как на льду. Ну вот, наверное, сделали, чтобы не было скользко, а получилось наоборот.
Так, это такая самая опасная площадь у нас в Литве. Вот, кому интересно, поищите. Называется, по-моему, она площадь Atgimimo. Раньше называлась площадь Ленина. Вот, очень опасное место. Видите, даже ее огородили. Вот, кто знает, напишите, чем она опасна. Так, ладно. Видите, сколько там было людей около клуба «Бизнес-энергия», и сколько есть людей. А сколько людей около замка. Ужас. Я думаю, что правильно, может, мы туда не пошли. А то бы до сих пор там еще были. Так, а мы спешим к ратуше. Там тоже это они украсили. И потом, наверное, уже пойдем к Йона Кальнялисе. Нужно спешить. Видите, я бегу. Потому что у меня остался 1 час. Я уже 2 часа здесь отходил. И еще не все посмотрел. Потом все дело-то выключат. И будет грустно. Вот, ребята, был только что я около ратуши. Там у них сломалось. Как они сказали, что мимо ехал уборщик снега и сломал им проектор. Поэтому на ратуше инсталляции нету. Снова мы вернулись на улицу Тилту. И давайте спешим уже к Йона Кальнялисам. Так. Спешим к Йона Кальнялисам. Из интересного только что встретил коллегу Ричарда. Не знаю, может быть, меня увидите у него на канале. Немножко он меня снимал. Вот, Ричард, привет. Приятно было познакомиться. Первый раз, когда его встретил, Лину встречал, а вот Ричарда не встречал. Что интересно. Так, идемте к Йону Кальнялису. Так, ну вот. Здесь Меридианос. Есть такая инсталляция. Так, идемте дальше. По-моему, там, где Йона Кальнялис, там по времени. То есть, не знаю, как мы придем. Вовремя, не вовремя. Вот, не знаю. Смотрим эту инсталляцию. И наш красивый кораблик. Так. Так, ребята, подошли к китайскому ресторану. Здесь такая вот интересная инсталляция. Я же читал, там что-то про какой-то аквариум рассказывается. Там вижу, там, где у них уличная терраса, тоже какой-то аквариум. Короче, вот китайский ресторан. По-моему, называется Джим Бин Лоу, как-то так. Молодцы, постарались. Вон, видите, какую штуку сделали. И там еще что-то придумали. Нормальный ресторан. Я тайно люблю заходить. Вкусная еда. Вот, немножко их порекламирую. Вот, кто хочет китайскую еду, заходите. У них на Гугле почему-то рейтинг низкий довольно-таки. Не знаю, может, какие-то конкуренты им сбили рейтинг, но ресторан хороший, еда вкусная. Так, это вот их аквариум. Вот, их аквариум. Здесь всякие рыбки плавают. И еще на стенке, не знаю, это они или не они сделали. Точно не уверен. Ну, наверное, они. Тема та же самая. Тоже какое-то море. Сейчас покажу немножко со стороны. Так, музыка играет. Ну вот, смотрите. Мне красиво. Мне нравится. Так. Вот такая вот красота. Ну, добрались мы до Йона Кальнялиса, но мне кажется, мы опоздали, и шоу закончилось. Не знаю, может, позже еще будет. Все люди ходят уже даже по льду. Наверное, моих роликов насмотрелись. Поэтому такие смелые. Вот такой вот общий вид. Раньше этот район назывался Пеленинос. Лет 100 назад. Раньше была промышленная зона. Здесь были трубы, доски, пепел, стекло делали, еще что делали. А сейчас вот красивое местечко. Туристы здесь гуляют. Так, ну не знаю я. Может, тоже спустимся? Давайте тоже спустимся. Продолжим нашу экскурсию по льду.
Так, спускаемся по горочке. Опа-па! Ой, грохнулся я только что. Здесь лед. Я сбежал. Под снегом лед. Ну ничего, нормально. Более-менее мягко приземлился. Ну, сейчас иду по Йона-Кальнялесу, водоему. Так. Ну, снег, видите, такой хороший здесь. Последний снежок. Последние дни радуемся. Завтра уже здесь будет уже все по-другому. Будет грязь, слякоть. Хотя кто знает, может меняется все. Уже на самом деле уже 2 недели назад обещали, что будет потепление. А потепления все нету. Пару дней назад было вообще мороз. Минус 20. Жена была биржей. Вот, там минус 22 было утром. Так, ну вот. Не знаю, что здесь будет, не будет. Или может это все и есть. Ну вот, забираемся. Ну вот. Такие лазеры. Интересно, когда я сейчас зайду, как это будет выглядеть. Смотрите, как прикольно. Посмотрим, камера среагирует на лазеры. Ну вот такой вид на Йона-Кальнялес. Ну вот. А вот, смотрите, еще что-то поменялось. Был синий, сейчас такой фиолетовый, желтый, красный. Интересно. Смотрите. Только я надеюсь, что не будет музыка ютубовская. Вот так вот. Видите, не только свет идет, вот такой гуляет еще свет. Прикольно. Я здесь в Каунсе был на днях, в планетариуме. Там тоже так наблюдаешь на звезды. Впечатляет. Здесь тоже чем-то напоминает нашу галактику. Если надо ставить музыку, если это будет ютубская музыка, может быть, ставлю музыку космоса. Так, ладно. Давайте сбегаем еще к табачке. Там тоже что-то происходит. Посмотрим. Есть такой туман, видите. Ну, прикольно. Видимо, жарко стало, раздеваются. С ума сходит. Ладно. Идемте дальше. Дети, вижу, снег кушают. Взяли такой комок снега и кушают его. Так, подходим мы к табачке. Так, здесь тоже играет музыка. Будет она неладно. Кто-то вздыхает. Такие аквалайзеры. Еще, по-моему, какая-то инсталляция около пивоварни. Как раз рядом находимся. Посмотрим то, что там происходит. Если прямо поняли, что здесь происходит. Музыка и аквалайзеры. Как есть, тут в этом месте находится фонтан, такой музыкальный. Не музыкальный, но типа музыкального. Но вот здесь тоже не сделали. Тоже фонтан, только без воды. Световой фонтан. Так. Это вот бывшая табачная фабрика. Как-нибудь, может, ролик про него сниму. Неплохо ее преобразовали. Тоже даже не верится, что из одного предприятия можно такое создать. И здание, в принципе, осталось как бы оригинальное. То есть
сама форма, размер. Они сильно не пристраивали. Например, вот пивзавод от оригинального, не знаю там что осталось. Наверное, немного. Чуть форма, может, осталась какая-то оригинальная, но мало что осталось. Мало что осталось от оригинального. Вот. А вот табачка, в принципе, по крайней мере, так вот снаружи, со стороны ее наклонялись, она как-то похожая выглядела. Так, интересно, что она подготовила пивоварня. У меня, кстати, есть купон, кто-то подарил на дегустацию пивоварню. Не знаю, что там происходит. Кто был на дегустации, напишите, понравилось там или нет. Я еще не был. Все времени нету. Уже год прошел. Кстати, недавно жена продлевала чек, чтобы они его не аннулировали. А те вообще относитесь к таким подаркам в виде этих подарочных чеков? Я уже столько этих чеков выкинул, что думаешь, завтра забыл, и все. К ним приходишь, они говорят, все, время прошло, денежки взяли, 50-100 евро, а потом ваше время закончилось. Поэтому иногда, может быть, стоит деньги дарить. Ну вот, а то бывает обидно, что какие-то непонятные товарищи забирают ваш подарок, ложат его себе в карман и все. Так, я не знаю, подошел к пивоварне и здесь ничего не вижу. Ну, ее, конечно, так посветили. Она, может быть, и просто не так подсвеченная, не помню. Написано. Не знаю. Неплохое место. Тоже могу посоветовать. Кто не был там, можете сходить. Там наверху, по-моему, клуб какой-то есть летом. Так, ну, короче, ничего не нашел я около пивоварни, кроме подсвещения. Поэтому идемте дальше. Заходим в Доржу 12. То, что интересное, праздник Масленицы, который прошел пару дней назад. Не знаете, что будет или не будет. Здесь просто такой красивый дворик. Дома в стиле фахтверк. Тоже заодно снимем его. Тут кое-что есть, смотрю. У меня в этом году жена-то елочку наряжала с такими соломенными игрушками. Так, ладно. Музыка играет. Сматываемся отсюда. Еще одна инсталляция. Вежея Гатвики Тури. Я не знаю, где-то она есть. Посмотрим, где есть инсталляция. O kur čia instaliacija yra? Šviesos. Pakviesim jau rytoj atvykti. Jau pasibaigė? Jo, šiandien mes jau viskas. Supratau, gerai. Arbata baigės, viskas, tai va rytoj lauksim. O be arbatos galim pažiūrėti kažką? Ne, jau išsijunginėjom, viską labai gaila. Gerai, ačiū. Prašau. Вот видите, ребята, уже я опаздываю. Все же закрывается. Осталось 10 минут. Не знаю, куда я еще успею. Хотел замок посмотреть. Короче, имейте в виду, что если хотите все посмотреть, а не кое-что, ну, время у вас будет впритык. Хотя вроде завтра начинается, по-моему, 6, и, если не ошибаюсь, заканчивается тоже в 10. Чуть пораньше. Ну, короче, имейте в виду, что времени здесь не так много, особенно если есть желание посмотреть все. Если кое-что посмотреть, то делайте хотите, ну вот, хотите посмотреть все, то ходите прямо на открытие и ходите быстрее. Также мой совет вам, по крайней мере сегодня, есть большие проблемы куда поставить машину. Вот, например, паркинг около замка. Я когда приехал в 7 часов, он был полностью занят. Хотя в 7 часов вечера там был концерт. Может быть связано с концертом. Ну, вот. Может быть завтра, в субботу, в воскресенье, может будет посвободнее. Короче, смотрите. Напишите в комментариях, кто вот побывал в субботу, в воскресенье, как тогда было, какие ваши впечатления. Я не знаю, может быть, если посмотрели мой ролик, то, может, вы уже более-менее знали, куда идти.
Потому что здесь многие ходят без никаких карт, без ничего. Просто ходят по городу, находят одну-две инсталляции и все. Ну вот. Ладно, пробую сейчас сходить к замку. Может быть, что-то увижу. Ну, вот, наконец мы добрались до замка. Концерт здесь уже закончился. Напомню, что здесь был концерт. 7 часов вечера, сейчас уже 10 часов вечера. Как видите, уже приехали сюда фуры. Собирают все вещи. Вот. Посмотрим, какая инсталляция есть. Вот, смотрите, замок. На замке почему-то... здесь знаете что? Здесь типа детские рисунки. Детские рисунки. Интересно нарисовали. Дети, интересно. Сейчас я подойду спереди. Покажу вам эти рисуночки. Ну, так вот. Ладно. Вот такой вот фестиваль света. Не все я успел. Не все я нашел. Жалко, что я потерял свою шпаргалку. Прямо перед тем, как снимать, все подготовился. Хоп, в карман. А шпаргалка куда-то вылетела. Поэтому все спонтанно. Так, чуть немножко знал я кое-что, но уже не так досконально. Поэтому ролик такой вот весь спонтанный. Я сказал вам все, что вижу. Все. Этот ролик я заканчиваю. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Может быть, с друзьями поделиться. И всем пока.